Всем большой привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой сладкий канал Lydia Sweets. Хочу с вами сегодня поделиться рецептом просто шикарных булочек. Они безумно воздушные и очень нежные, с вкусной сметанной заливкой. Всем вам рекомендую обязательно сохранить рецепт и приготовить. Уверена, что вы будете в полном восторге. Для начала в глубокую миску наливаем 440 мл теплого молока. Я его предварительно подогрела. Добавляем 200 граммов сахарного песка. Все хорошо смешиваем до однородности. В этом рецепте я буду замешивать тесто сразу и не буду оставлять дрожжи на пару. Добавляем 6 желтков. Также все смешиваем венчиком до однородности. Добавляем немного соли по вкусу. 14 граммов сухих дрожжей, все хорошо смешиваем, чтобы частички дрожжей хорошо растворились. И затем будем добавлять муку поэтапно. Если вы не уверены в качестве своих дрожжей, то можете оставить их на пару на 10 минут в теплом месте под закрытой крышечкой. Вводим поэтапно 850 граммов пшеничной муки, сразу никогда муку все не добавляю, добавляю поэтапно. Мука у меня высшего сорта. Замешиваем тесто. После того, как тесто немножко собралось, выкладываем на рабочую поверхность, ничем не смазываем и начинаем хорошо вымешивать тесто буквально 10-15 минут. Также добавляем 140 граммов мягкого сливочного масла, хорошо втираем в тесто и вымешиваем его. Если у вас есть планетарный миксер, пожалуйста, воспользуйтесь им. Вы сохраните и время, и силы. Но если у вас его нет, то нужно обязательно хорошо вымесить руками. Чтобы клейковина муки хорошо раскрылась, тесто будет прекрасно держать форму, хорошо отходить от рук и не липнуть к рукам. Первое время тесто вот так вот расслоится на фракции, а затем с каждым разом, чем лучше вы его будете вымешивать, тем лучше оно будет держать форму. И вот так вот будет выглядеть в конечном итоге. Немного смазываем растительным маслом тесто, также шпатель, собираем его в один комочек и выкладываем в глубокую миску. Также немного смазываем растительным маслом, скатываем в шар, накрываем крышкой либо пленкой и в теплое место на 1 час. В течение часа делаю обязательно обминку 2 раза, чтобы улучшить ферментацию теста, выпустить углекислый газ. Тесто в конечном итоге получится очень нежное, воздушное, с миллионами пузырей. Снова выпускаю углекислый газ, скатываем в шар, накрываем крышкой и снова отправляем в теплое место на расстойку. Тем временем пока подготовим начинку. Для нее 500 граммов сметаны жирностью 25% отправляем в глубокую миску. Добавляем 120 граммов сахарного песка, 60 граммов кукурузного крахмала и ваниль. Также все хорошо смешиваем до однородности. И у нас уже крем практически готов. Тем временем, пока вы можете его отправить в холодильник, пока расстоится тесто. В данном случае рекомендую использовать кукурузный крахмал, а не картофельный, так как он нежнее звучит в выпечке. Картофельный нужен для других случаев. Крем у нас готов, отправляем пока в холодильник. И посмотрите, как великолепно у меня уже расстоялось тесто. Очень нежное, практически не прилипает к рукам, потому что я его очень хорошо вымесила. Выпускаем углекислый газ и выкладываем тесто на рабочую поверхность. Начинаем с ним работать. Делю тесто на 21 либо 22 кусочка. Я люблю, когда булочки бывают крупные. Я не буду их готовить маленькими, поэтому делю на 21 кусочек, скатываю их в шар. Каждый шарик у меня примерно по 81-82 грамма. Вы, конечно, можете формировать размеры булочек такими, какими нравится больше вам. Я люблю, когда булочки пышные, большие. Мне так больше нравится. Скатываем хорошо в шар. Здесь не нужно использовать муку. Конечно, если есть необходимость, можете немного смазать растительным маслом руки, этого будет вполне достаточно. Также подготовим противень, выстилаем пергаментной бумагой, выкладываем на расстоянии друг от друга каждый шарик, так как они будут растаиваться у нас на противне и увеличиваться, конечно же, в размере. При выпекании они увеличатся еще в 2 раза, поэтому накрываем обязательно пленочкой либо полотенцем и отправляем еще в теплое место на расстойку еще на 15-20 минут. Шарики хорошо увеличатся в объеме, вы это будете видеть, и после уже можно будет формировать булочки.
Посмотрите, как они у нас прекрасно расстоялись, круглой, аккуратной формы. Я также взяла вот такой вот стаканчик. Главное взять стакан с ровным дном, обмакиваем в растительном масле и делаем вот такие вот углубления. Надавливаем практически до самого конца, но делаем это все деликатно и аккуратно, чтобы не нарушить текстуру теста и также не проткнуть его. Делаем такие углубления, потом, если при необходимости, вы можете подправить их и расширить руками. Так как дрожжевое тесто, оно будет собираться, и, естественно, выемка будет у вас сужаться. И после выкладываем начинку. Также я смажу бортики обязательно смесью из 2 желтков и столовой ложки молока. Смазываем по краям. Старайтесь, чтобы эта смесь не попадала вовнутрь, а только смазать краешки. Выкладываем начинку. Начинки уйдет примерно по 1 столовой хорошей ложке на каждую ватрушку, на каждую булочку. И после будем их выпекать. На этом этапе у меня уже хорошо разогревается духовка при 180 градусов. Выпекать мы их будем примерно 10 минут, затем убавляем до 175 градусов и выпекаем до готовности. В целом выпекаем их примерно 20-25 минут. Украсить вы можете булочки абсолютно чем вы хотите, кунжутом, маком, но я в этом случае украшать ничем не буду, хочу, чтобы они получились именно вот такие классические, очень красивые, поэтому отправляем их выпекаться и ожидаем, когда они будут готовы. Какой же стоит великолепный аромат на кухне. Булочки у меня уже готовы. Посмотрите, как они великолепно выглядят. Надо дождаться, чтобы они немного остыли, и после их можно пробовать. Получаются безумно воздушные, нежные, очень вкусные, просто потрясающее тесто и очень вкусная и нежная начинка. Всем вам рекомендую обязательно приготовить по этому рецепту. Уверена, что вам она очень понравится, и вы будете готовить их неоднократно. Обязательно сохраняйте рецепт, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать выход нового видео. Делитесь моими рецептами со своими друзьями и близкими, я буду вам очень благодарна. Пишите в комментариях, как получается у вас. Я с вами не прощаюсь и до скорой встречи на моем канале Lydia Sweets. Пока-пока, друзья!